Я всех приветствую, и в сегодняшнем видеоролике мне хотелось бы поговорить о довольно актуальной проблеме. Проблеме так называемого творческого кризиса, которая позже загоняет авторов в состояние апатии. Но и перед тем, как мы приступим непосредственно к рассмотрению данной проблемы, необходимо учесть пару организационных моментов. Первое, я заранее извиняюсь за отсутствие нормальных субтитров, потому что в длинных роликах создание субтитров занимает достаточно много времени, а поскольку ими по статистике мало кто пользуется, на это не следует тратить больше сил, чем я трачу сейчас, поэтому субтитров, вероятно, не будет. Второе, натолкнуло меня на идею создания данного ролика обращение одного из пользователей данной платформы. Ссылку на его пост, который с данной темой связан, я оставлю в описании. А также, если автор не против, я надеюсь, он будет не против, я оставлю тег. Наверное, на ютубе они все еще работают. Это означает, что автор заметит, что его упомянули и, вероятно, получит какое-то уведомление. Если что, я заранее также перед автором извиняюсь, если он не хотел, чтобы это происходило, но поскольку я решил данный ролик записать после публикации его записи в сообществе на платформе, поэтому вот решил и упомянуть. Ну, по идее, это было бы логично. Собственно, перейдем к самой проблеме. Сама проблема выглядит следующим образом. У нас есть несколько путей для развития того или иного автора. И дело все в том, что есть в основном две категории людей. Первая категория людей старается делать упор на творчество, и они не смотрят на цифры и другие показатели. То есть данная платформа является для них чем-то вроде хобби, и они не стремятся к каким-то заоблачным цифрам. Они просто делают то, что им нравится, и со временем они либо выгорают, либо это их мотивирует, и они продолжают выпускать контент. Разумеется, со временем их качество видеороликов растет и становится лучше. Поскольку со временем человек учится снимать лучше, и его контент прогрессирует. Если мы посмотрим на ролики разной давности, к примеру, какого-нибудь автора, который был с самого начала существования платформы, а это, довольно большой промежуток времени, и если автор и по сей день что-то снимает, то качество и сам творческий путь, он как бы меняется. И это нормально, и это логично, что все эволюционирует. Но беда вот в чем. Есть авторы, которые не могут снимать контент, поскольку они не видят отдачи. Они думают, что все их ролики, они как бы в пустоту идут. То есть представьте, вы делаете какую-то работу, но деньги вы за нее не получаете. Вы продолжаете работать. Работаете так день за днем, неделя за неделей, год за годом. Отдачи никакой. И как бы, может быть, вы видите какую-то благодарность, кто-нибудь скажет вам спасибо, но на этом все. И как бы это демотивирует вас на создание чего-либо нового. И вы думаете, зачем мне что-то делать, если это не приносит никакого дохода, и как бы это бесполезно. Однако, проблема в том, что, скажем, это не совсем бесполезно, просто, возможно, вот именно на данный временной отрезок данная проблема, которую автор затрагивает в ролике, она, скажем, не совсем актуальна и своего зрителя еще не нашла. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что, возможно,
когда пройдет определенный временной промежуток, данный ролик будет интересен зрителям. Поскольку проблема, которая в ролике рассматривалась, возможно, интересна, а возможно, неинтересна. Опять же, это достаточно ситуативно. Но парадокс в том, что есть такие вот ролики, которые просмотров не набирают даже спустя десятки лет. То есть автор, он остается неизвестным, и на протяжении долгих лет никто не знает о его творчестве. И проблема в том, что все это связано непосредственно с тем, как работают алгоритмы видеохостинга и прочее, вот эта вот непонятная поисковая система. Дело все вот в чем. У нас есть два типа видеороликов. Это ролики с громкими заголовками и ролики, которые вроде как по делу, но заголовок, он такой, достаточно обтекаемый. То есть это направлено на какой-то определенный поток людей. К примеру, если мы говорим о ремонте какой-то техники, ролик будет содержать название вроде «Как починить тостер определенной модели, если сломано что-то там». В описании будет пару дополнительных функций, и на этом все. Шансы того, что такой ролик просмотрит очень много людей, невелики. И связано это с тем, что не проблема не актуальна, а сама модель тостера может быть не востребована. Тем самым, если никто не знает о существовании тостера данной модели, но знает о существовании проблемы, но не знает, как эта проблема называется, то ролик не всплывет. То есть все ищут в основном, как починить тостер, и если в вашем видеоролике данная тема не отражена, то есть не упомянуто ни в названии, ни где-то еще, что вы чините тостер, то вероятность того, что по данному запросу ваш ролик всплывет, крайне низкая. Поэтому низкие просмотры, и тем самым данный ролик спросом пользоваться не будет. С этим вроде как определились. Но есть еще и другая проблема. Проблема выгорания авторов. Опять же, как упоминалось в данном ролике, авторы могут выгорать. Они не видят должного отклика от аудитории, и их творческий потенциал как бы заканчивается. Они уходят куда-нибудь еще, начинают делать другие вещи, которые хоть какую-то выгоду им приносят. И, скажем, это довольно печально, когда мы теряем авторов, которые могли бы что-то хорошее привнести. Но они просто разочаровываются и уходят. Просто потому что откликов нет. Еще одна проблема — это то, как работают не только алгоритмы, но и всякие вещи, которые постоянно обновляются. То есть то, что было актуально 5 лет назад, сейчас уже будет не совсем актуально, и работать будет по-другому. Если у одного автора какой-то определенный формат сработал, это вовсе не означает, что у нас он тоже сработает. Есть много всяких важных понятий, которые необходимо учитывать. Факторы, как, например, человеческий фактор и просто настроение, никто, опять же, не отменял. Два одинаковых видеоролика могут выйти у двух разных авторов, и шансы того, что посмотрят только один ролик, а не другой, 50 на 50, потому что ролика два. YouTube работает следующим образом. Если кто-то посмотрел данный ролик по этой теме, то есть вероятность, что второй вот этот ролик тоже всплывет. А теперь представьте, что есть несколько таких роликов, штук, ну скажем, 20 или 30, и вероятность того, что они будут всплывать в равной мере,
уже не 50 на 50. То есть там получается процентов, ну, допустим, 5-7, что данный видеоролик всплывет после просмотра одного из 30 роликов. Тем самым ролик не будет нигде отображаться. И если он не будет нигде отображаться, он не будет продвигаться алгоритмами. Тем самым, если он не продвигается алгоритмами, его не смотрят. А если его не смотрят, то алгоритмы его не продвигают. И получается такой вот парадокс. Чтобы ролик смотрели, необходимо, чтобы пользователи его находили. А чтобы что-то найти, необходимо, чтобы оно отображалось. И чем выше оно отображается, тем выше вероятность того, что его просмотрят. А шансы того, что ролик будут просматривать, они не такие и высокие, учитывая все вышесказанное. Возможно, я сейчас много бреда наговорил, но все это нуждается в осмыслении. Собственно, какова мораль? Всякому автору не стоит сдаваться, вне зависимости от того, что он делает. Может быть, время еще не пришло. Может быть, просто не повезло. И если ты будешь сдаваться раньше времени, то ничего не выйдет. Скажем так, творческое выгорание — это, конечно, плохо. Но его нужно просто перебороть и двигаться дальше, двигаться к тому, что конкретно тебе нравится. И если тебе это нравится, то продолжать этим заниматься. Даже если это не находит какой-то, ну, скажем, отклик, опять же. Я на своем опыте скажу, что видел достаточно много проектов, которые вроде как не особо популярны, но являются довольно значимыми в своем жанре. И если мы их рассматриваем как отдельное приложение, мы видим много довольно теплых отзывов о приложении. Но проблема в том, что нет ничего похожего, и это печально, поскольку время идет, а то, что было актуально очень-очень давно, в современном мире уже морально устарело. То есть это как использовать деревянные инструменты в век новой эры, когда все перешли на дрель, металл и все, что уже намного лучше. А вы все еще будете с деревянной киркой бегать. Как бы это не то чтобы печально. Это довольно бесполезно, это ухудшает коэффициент полезного действия, выполняемый человеком. Ну, думаю, вот как-то так. Я надеюсь, что если кто-то, кто просмотрел данный ролик, все-таки найдет свою какую-то сферу, не будет разочаровываться, и это хоть как-то поможет в жизни, поднимет настроение тем, что человек не будет разочаровываться и не будет выгорать. Но, в общем, вроде бы как-то так. Спасибо за просмотр. Желаю вам творческих успехов и хорошего дня.